Кто такой Синдаров? Почему он стал известным только в 26 году? Хотя для многих его победа на турнире претендентов была очевидна. Давайте посмотрим, кем он был до турнира претендентов, кого он шатал, как быстро и как агрессивно. Топ партий Джавахира Синдарова. Открывает наш список партия против Фируджи, когда Синдарову было всего лишь 15 лет на Кубке мира в Сочи. Маленький мальчик, который стартовал на 121 месте, пошел аннигилировать Фируджу. Фируджа двигает пешечку d4, Синдаров отвечает конь f6, c4, пошли сюда каруанить этого слона. Конь c3, слон g7. Агрессивная игра нас ожидает с точной реализацией Джавахира. От такого движника даже сам Фируджа прихуел. Е4. Это у нас старая индийская защита, любимый дебют Роберта Фишера, где черные вызывают огонь на себя, чтобы потом контр-атаковать. Вражеский центр белых, d6 Синдаров играет. Если тебе мешают субтитры, ты можешь их закрыть. Также обрати внимание на тайм-коды. Можешь выбрать ту партию, которая тебя интересует. Но я советую посмотреть все. Конина на f3 пошел вперед, это все у нас развитие, слон e2, спокойный вариант, называется православный. И ходом d5 Алиреза закрывает центр, что позволяет ему в будущем начать атаку на ферзевом фланге. Идея этого дебюта в том, что белые будут любить черных на ферзевом фланге, а черные попытаются организовать атаку на королевском. Ведь именно из-за этого Роберто Фишериньо любил этот дебют, что можно как-то пропихнуть и замотовать короля белых. Е6. Первый подрыв центра от 15-летнего Джавахира. Конь d2. Чтобы сыграть потом как-то f4, захватить больше пространства в этом вонючем центре. Конь bd7. Рокировка и e5. Закрывает Джавахир центр. Подготавливает выпад пешки на поле f5. Все как доктор прописал. А3 пошел вперед. Начинается атака Фируджи на ферзевом фланге. Все по идеям этого дебюта. Конь e8, чтобы пихать пешку f5, f4, b4, f5. Четко по намеченной схеме играют и белые, и черные. Кстати, на тот момент рейтинг соперников отличался больше, чем на 200 пунктов в классику. Поэтому никто не ожидал такого взрывного роста юного шахматиста. Ладейка на поле b1 угрожает взятие на c5, потом конь b5. В этой позиции черным главное не борщить. Для профилактики здесь все организовать, напетросянить каждую фигурку, а потом как Фишер взорваться на королевском фланге. Ханина на f6 пошел, он свою миссию выполнил, он дал проход пешечки f, поэтому дальше можно подсуетиться, вернуться на поле f6. Конь b5, нападение на пешку d6, конь e8, ага, назад, ну да ладно, назад, ничего страшного. Ферзь c2, развивает Фируджа своего ферзя, белые стремятся к атаке на ферзевом фланге, черные на королевском. Но атака на королевском фланге куда более серьезная, так как атака идет непосредственно на твоего короля. И если она будет успешной, мат гарантирован. b6 укрепляет Синдаров пешечку c5, конь c3 возвращается и ферзь e7. Смотрим, сейчас будет взрывная комбинация или просто игра. Слон b2, f4, Синдаров пошел пешкой дальше, чтобы как-то потом f3, g5, h5. Пешечная лавина черных фигур атакует позицию Алирезы. Слон g4, чтобы одного из коней жмякнуть. Конь c7, конь b5 и конь b5 разменялись на ферзевом фланге, как грамотно юный шахматист нейтрализовал давление на ферзевом фланге, разменялись и ладья bc1. Ошибочка, которая позволяет Синдарову перехватить инициативу, пошлепать несколько пешек Алирезы. Ферзь d7, сильный ход, нападаем на пешечку b5. Также угрожаем взятием пешки b4. Ферзь d3 защищает Фируджа пешку b5. И тут как гром среди ясного неба. Никто не ожидал. Неожиданно как понос. f3 задвигает Джавахир. Жертвует пешку. В чем же идея жертвы этой пешки? Сейчас я вам все, ребята, покажу. Конь f3 берет пешку.
Понятно, что если брать пешку ферзем, получится падение пешки на поле b5, плюс открывается линия, ладья будет посматривать на ферзя на поле f3, поэтому конь f3. Выбирает Фирружа, ходом конь h5, Джавахир показывает истинные намерения жертвы пешки. Пешка стояла на f4, двинули ее на f3, освободили поле для коня на поле f4. Сейчас конь f4, ферзь g4 и уже Матильда очень близко. Но Фирружа не унывает, он играет ферзь g5, чтобы засандалить сюда коня на поле e6. Взять под контроль поле f4 в случае, чтобы разменяться просто конями на поле f4. Но Синдаров синдарит этого конину скакуна. Ферзь d1, чтобы взять под контроль d4 поле. Иначе ферзь уже заезжает на незваный ужин. Но тут немножко маршрут перестроился, и понятно, что пешечку надо брать. Фирружа, скорее всего, ищет какие-то комбинации белыми фигурами. Что-то тут пытается развить. Угрожает вилка на e2, забрать качество. Это уже вам серьезные помидоры. А4, на тебе шах. Сильнее было бы просто сыграть ладья b1, увести эту ладью из-под танцевального шаха. А4 все-таки на, жертвует пешку. И слон c3 пытается Фирружа зажать, задавить этого ферзя, но точным ходом Джавахир ферзь c4 продолжает игру. Он не боится скидки на поле e5. Например, если будет скидка на поле e5, это вообще подлива жесткая. Конь Е2 просто с выигрышем ладьи. Поэтому после ферзь С4 ладья С2. Чтобы не было никаких вилок, ложек и ножей. Ферзь А4 падает еще одна пешка. Получается уже две пешки у Джавахира. Угрозой подставить мат он держит Фирружу с прижатым хвостом на королевском фланге, а сам успешно разбирает ферзевой. Слон d2 пошел сюда. А6. Коня пора прогнать. Фирружа сначала тырит слона. АЖ забрал коня. И слон g5, ферзь Е4. Все так же две пешки имеет Синдаров, плюс 3 пешки проходных, и тут вообще непонятно, что можно ловить белыми фигурами. Но что-то он еще Фирружа пытается здесь поймать, какой-то трипер. H4, защищаемся, слон f6, слон h6, ладейка f7. Получается, что черным сейчас в этой позиции просто необходимо разменять ферзей, что и делает Джавахир, ферзь c1. Этот меняться не желает по понятным причинам. Ладья h7, слону надо убегать. И, внимание, лучший ход в этой позиции демонстрирует Синдаров. Жертва слона на поле h4. Конечно, если брать эту жертву, получается просто мат в 4 хода. Король сюда, потом ладья h4, угроза мата на h1. Единственная защита — это сыграть f4, потом сюда. И на любой ход белых следует ладья h1 с матом. Поэтому в партии после слона h4 Фирружа не решился брать этого слона противного вонючего. Он просто ферзь d1 предложил все-таки разменяться. Разменялись хорошо. Ладья d1 и слон f6. 3 пешки за фигуру поимел Синдаров. Ладья а1, ладья b7 и ладья а6. Еще несколько ходов следует у нас в эндшпиле. Батя Синдарова подходит благополучно к защите своих пешек. Пошли проходные вперед. Слон а5, еще ладья d7. Это чистейшая реализация. И после хода b4 еще следует ладья e2, ладья b5, g4, король f7, ладья f2, e4. В этой позиции Фирружа сдался, так как нет защиты. От слон d4, e3, b3, c4 пешки надвигаются. Фирружа отодвигается. Смотрим вторую партию. Вторая партия у нас была сыграна уже в апреле 26 года против главного фаворита турнира претендентов, которому приписывали все победу. О, Кар Иваныч победит, Кар Иваныч сделает всех. Джавахир Синдаров белыми фигурами уверенно прихватил американского итальянца за шарики и не попустил. Что тут рассказывать, давайте смотреть. d4 Синдаров надвигает, d5 отвечает Кар Иваныч, c4, e6. Это у нас ферзевой гамбит в этом дебюте. Тогда Джавахир показал глубочайшую дебютную подготовку, что позволило ему мгновенно играть, быстро играть и вытворять такое на доске, что сам Фабиано Каруана офигел, протирал очки и не мог понять, где его объебывают. Итак, у нас ферзевой гамбит после теории пятый ход c5. Подрыв центра, рокировка, конь c6 и ферзь e2. Развиваются сопернички, Синдаров развивается в
центре, угрожают там какие-то ходы ладья d1, конь c3, e4, e5, чтобы этого мистера штурмовать. А6. Идея этого хода в том, чтобы пихнуть b5, c4, задавить всех и вся, а конкретно этого слона на c4. Конь c3. Не боится Джавахир этих пиханин на поле b5. Фабиано все же запихает ему b5, слон d3. Лучше было бы отойти слон b3, но слон d3, как оказалось позже, этот ход идейный и немножко лучше, чем слон b3. Слон b7 каруанит Каруана своего слона. А4 следует подрыв ферзевого фланга черных. b4 пошел вперед. Конь e4. И, внимание, ребята, эти все варианты, походу, были заготовлены Синдаровым заранее. 12-й ход. Все ходы записаны у него в голове. Фабиано пихает коня на поле Е5, на краю доски ставит своего коня. Все вы знаете, чем плох конь на краю доски, а кто не знает, пишите комментарии, ставьте лайки, я вам напишу. Сначала Синдаров тырит коня на поле F6, и уже есть задача. Если забрать ферзем на поле F6, вот так вот, последует Е4. И если С4, последует просто слон С2, и в случае Б3, слон G5. Есть маленькие проблемы с ферзем черных. Если ферзь отступает, например, сюда, последует слон b1 с угрозой пешки e5. С большими проблемами для позиции черных. Поэтому на взятие на f6 Кар Иванович отвечает взятием пешкой на поле f6. Следует взятие на поле c5. Синдаров готов к вилке на поле b3. Он с удовольствием ждет эту вилку. В этой позиции Каруана продумал 17 минут над ходом конь b3. Но Синдаров мгновенно отвечает ход c6. Даже не задумался. В чем идея хода c6, этот бриллиант? Идея хода в том, что если ладейку все-таки пырануть, здесь получается жесткая подлива для черных. Тут никто не вытащит вот это вот все. Последовало бы взятие на поле b7. У черных есть всего-навсего качество. Потом ладья b8 затыкает затычку на поле b8. И просто слон a6. Уязвимый черный король перед шахами на поле b5. Если дальше партия продолжится, например, вот так, слон d6, тогда просто конь d4 с угрозой вилки на поле c6. И вилку придется таки, ребята, получить. Нет защиты от этой вилки. Если сыграть ферзь d7, тогда слон b5 в мусорку этого ферзя. Почему брать ладью на поле А1, вы понимаете, когда вынимаете. После долгих раздумий, а именно 2 минуты, Каруана забрал все-таки эту пешку на поле c6 слонов, отставив под боем ладью на поле А1, но это от Джавахира не смущает ни капельки. Следующий ход, который Джавахир поднимает за 6 секунд, конь d4, очередной бриллиант. Спросите вы, а как это так? Как это возможно? Да вот так это возможно, когда ты хорошо подготовлен к классической партии. И очередная проблема для Каруаны, брать или не брать. Но если забрать, тогда конь c6. Поимели слона на c6, ферзь b6, лучший ход по компьютеру. И конь d4, просто отступаем назад. Если сейчас развивать дальше свои фигуры, ферзь f3 с нападением на ладью. И если сейчас рокировка, тогда туши свет, спасай Италию. Взятие на поле f6 последует, потом ферзь a6 или просто e4, слон a6 поставить мат. Каруана в таких позициях бы не вывез. Ну, например, если еще там e5 какие-то сыграть, чтобы предложить размен ферзей, тогда шах сюда. Король отступает, ферзь e5 шах. F6 и ферзь F5 нападение на мат. Кто будет играть такую позицию и что ожидает здесь черных, все прекрасно понимают. С жесткой инициативой против белых сейчас черным вообще никак. Поэтому после хода конь d4 Каруана отказывается. Отказано. Ладью не берем, берем на поле d4. Но это его особо не спасает. После взятия пешкой единственные ходы, которые спасают позицию, это не взятие пешки на поле d4, потому как после взятия пешки на поле d4 получается слон e3, ферзь d5, f3, ферзь e5. Вот такой вариант рассматривается Каруана, но после ладья c1 он получает худшую позицию, даже несмотря на то, что у него есть пешка. И да, на а4 брать тоже не совсем хорошо, так как следует f4, ферзь d5 и f5. Да, можно задвинуть e5, но тогда слон c4, поэтому позиция очень-таки
жесткая, и не каждый черными сможет ее потянуть. Даже Каруана не смог ее потянуть бы. Поэтому взятие на d4, Каруана играет ладья g8, нападает на пешечку g2. Тут уже время подумать для Синдарова. Синдаров подумал 27 минут, сыграл g3 и пошел Каруана f5, чтобы навалять, как-то зацепиться за пешку g3, развить свою атаку. Но развить у него получится только деградацию, деструктив и проблемы. Слон c4 угрожает взятие на поле e6, ладья g4 допускает Каруана взятие, но пока не спешим. Также подвисает еще на a6, не спешим. Нам главное отбиться слон e3, слон d5 и ладья c1. Хорошо, плюс 1,5 оценка позиции. Белым здесь можно легко, аккуратненько играть солидно, как Петросян, сандали свои пешечки. И всего 11 минут осталось у Каруаны, у Джавахира час, поэтому давление времени здесь очень серьезное. Слон Е7 пошел сюда, забрал пешечку, пора пожинать плоды своей работы, уже лишняя пешка у Джавахира. Король сюда, слон Б5 и слон F6. Напомню, это партия против фаворита на кандидатском турнире. Именно в этом турнире Джавахир получил право пихнуть Гукеша, и уже в декабре где-то мы будем с вами наблюдать, обозревать партии против Гукеша, поэтому не забудь о подписке, о лайке, чтобы ничего не пропустить. Ладья FD1, здесь теперь идет спокойная игра, но не совсем спокойная, как ожидал Каруана. После ладья 5 размен на поле D5, ладья D5 и начинается свистоплясово. Ладья C5 предлагает забрать на поле C5, чтобы сделать себе еще одну проходную пешку, повести ее вперед. Ладья D7, D5 пошел молниеносно, 3 минуты против 50 ЕД. Ферзь F3, сразу не берем, нападаем на F5, нападаем на D5. Слон B2 это все чепуха, нас не интересует. Именно в эту чепуху попадает Каруана. Смотрите на оценку позиции. Плюс 4. Ладья C5, D5. Ладья d5, ладья d5, ферзь e8 и ладья f5. Нападаем на ладейку на поле g4, ладья g6. Непонятно, что делать черным, и Каруана в этих всех непонятках губится. Теряется после h5, ладья a6, ферзь g4. Король h8, слон d4 получает шах, чтобы поменяться. Меняться здесь никто не будет, потому что если разменяться, ферзь d4, f6, h6. И если теперь ферзь e6, ферзь d8, шах, партия заканчивается разгромом. Поэтому после слон d4 Каруана подпихивает свою пешечку на поле f6, и после ладья c5 Каруана сдался. Почему же он сдался? Угрожает ладья c8 с выигрышем ферзя на связке. Если защитить восьмую горизонталь, последует ладья c3. Убираем защитника поля f6. Тогда, если взять ладью, слон f6 мат. Вот это уже, ребята, уровень, я считаю. Перформанс 300 показал Джавахир на этом турнире. И получаются вот такие помидоры. Третья партия была сыграна против действующего чемпиона мира Гукеша Дамараджу. Принципиальная встреча в Варшаве, в Польше. Ведь именно два этих мужчины будут играть за шахматную корону в конце 26 года. Поэтому эта встреча очень даже принципиальная. Партия игралась с контролем 5+2 вживую. И это их первая встреча. Гукеша в качестве чемпиона, Джавахира в качестве кандидата. Гукеш двигает пешечку Е4, принципиальный ответ ходом Е5. Двигает Джавахир, конь F3, конь C6, слон B5. Предлагает Гукеш съездить в Испанию, посмотреть на берега Средиземного моря, полюбоваться видами Барселоны и так далее. А6 отвечает сюда, слон А4, Д6, рокировка, слон Д7. Это у нас улучшенная защита Стейница черными в испанской партии. С3 двигает Гукеш пешечку, чтобы засандалить своего слона на С2, Д4. Все, короче, по теории тут далеко бродить не надо. И ходом G6 ожидается фианкито чернопольного слона. Почему? Потому. D4. Удар по центру, слон G7, ладья E1 и конь F6. Это все у нас теория. Здесь Гукеш где-то как-то просчитается и получит неприятности уже в середине игры. Конь bd2, рокировка, конь f1. План белых понятный. Конь идет на поле g3, потом ожидается h4, h5 с атакой на позицию черного короля. В духе испанской партии.
Взятие в центре, cd и b5. Задвигает белопольного слона Гукеша, слон c2 и слон g4. Сильный ход, который угрожает взятием на поле f3. Потом Гукеш должен будет решить, что для него лучше. Сдвоить пешки или забрать ферзем, потерять на d4. Гукеш выбирает приз, защищает пешечку на поле d4, теперь взятие на f3 не страшно. Но Синдаров усиливает давление, освобождает диагональ, нападает на d4, взятие на f3 остается актуальным. Ладья c1, конечно же пешечку надо брать, и после взятия Гукеш все-таки берет пешкой. Во-первых, открывает линию G для потанцевальной атаки. Во-вторых, не дает пешечке d4 упасть. Ферзь f6. Синдаров нападает на пешку, усиливает давление на d4. И Гукешу надо что-то делать. Ничего лучше он не придумал, как просто задвинуть на e5. Конь c прыгает на e5, атакует пешку на f3. И надо как-то теперь f3 защищать. Конечно же, лучший ход это просто f4. Но тогда конь черных нападает на всех и вся, на b2, на слона нападает. Ничего еще вроде бы страшного нет, но этот слон защищает важное поле c5. Если сбрить этого слона, конь на c5 будет себя чувствовать как теща в гостях. b3, конь e3, забрал и ладья e8. Сначала надо усилить давление на пешку e4, но этот ход немножко выпускает всю позицию. Лучше было бы сыграть сначала ферзь h4 и после слон d3 сыграть конь c5. Слон контролирует большую диагональ. Если b4 прогнать этого коня, последует красивейшая комбинация ферзь e1. Жертва ферзя. И если сейчас забрать ферзя, конь d3, ферзь d2 и конь c1. За ферзя черные получают две ладьи, а как мы знаем, две ладьи обычно лучше. Все, конечно, зависит от позиции, но обычно две ладьи лучше. Поэтому надо брать на поле e3. Ладья e8 следует в партии конь g3 и ладья c8. Подготовка к решающему удару от Джавахира. Ферзь g4, ферзь e7, ферзь f3. Непонятное. Движение Стоялова. За черных все понятно. Они играют конь c5 и нападают на пешку e4. Поэтому все усилия сейчас направлены на пешку e4. Потом можно сыграть еще h5, двинуть коня на поле h4, чтобы он там немножко отдумался, встряхнулся и проявил уважение к позиции черным. c5. Синдаров идет вперед, предлагает забрать на проходе. Забирает на проходе, оставляет у себя сдвоенные пешки. Ладья c6. Теперь остается сдвоиться и угрожать слону на поле c2. Маршрут перестроен. Слон b1. Гукеш сразу же убирает потенциальную угрозу связки. Ладья c5. Если хочешь брать, бери тут. Я возьму пешкой. Сделаю себе красивые пешки и потенциальную проходную после c4. b4. Этим ходом Гукеш делает ошибочку, что позволило бы Синдарову сыграть ладья c3. Продолжить давление ладья c8. Понятно, что эту ладью брать нельзя из-за слон c3. Пешка на b4 просто падает. Но в этой позиции после b4 Джавахир играет ладья c4, выпускает ход ладья c3. Но ничего страшного. Он делает себе проходную после разменов на поле c4. Слон c2, d5. Еще одна ошибочка, но не такая критическая. Стоило бы, конечно, Гукешу брать на поле d5 и допустить ферзь b4. Ведь пешка на поле c3 блокируется слоном. Ничего страшного там еще нет. Но ничего страшного, d5. Бывает a3. Бывает, не захотел на b4 отдавать Гукеш. И Синдаров подрывает пешечкой а5. Ладья b1, АБ, конь b6. Двигается конь на ферзевой фланг, угрожает где-то при случае движения пешки вперед, конь сюда, ферзь а7 с нападением на пешку e3. Гукеш это все прекрасно понимает, закрывает эту проблему, отдает на поле e3, разменялись и пошла пешка вперед. Ходом слон d4 можно было бы уже в принципе привести эту партию в чувство, в окончание. После король g2, конь d5. С нападением на пешку f4. Короче, тут ничего чемпион мира уже не сможет. Но в партии d6, после хода d6, Джавахир ладья c3 использует ход, чтобы напугать действующего чемпиона. Слон e4 и f5. На тебе f5. Под воздействием цейтнота или жесткого индийского алкоголя Гукеш играет c6, ладья d3, пешечку надо стопорить и слон b5. Ошибка, которая стоит Гукешу партии. Справедливости ради надо сказать, что 5 секунд всего остается у чемпиона, поэтому его суета оправдана.
Ладья d6, пешечка падает сюда, 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 сюда. Идет пешка вперед, еще падает тут, конь d5, и пора бы уже сушить весла. Весла сушит Гукеш абсолютно успешно, и после слон b1, конь b4. Угрожает ход c2, от которого нету защиты. Пиши свое мнение в комментариях, за кого будешь болеть на турнире претендентов, который будет в декабре. Не забывай поставить лайк, подписаться на канал. И еще справедливый вопрос, а как же Карлсон? А партии против Карлсона присутствуют у меня на канале. Синдаров Карлсон, можешь посмотреть. Также можешь посмотреть недавнюю партию, как Дубов отдубасил того же Карлсона. Рекомендую.